В теории между теорией и практикой нет разницы, но на практике разница есть. Однажды эта фраза полностью изменила то, как я преподаю русский язык и как я сама учусь чему-то новому. Добро пожаловать на этот канал. На этом канале мы говорим о том, как изучать русский язык быстрее, легче, эффективнее, интереснее. Меня зовут Ярослава. Добро пожаловать. И в этом видео будет концентрация моего опыта. Надеюсь, что после этого видео вы, во-первых, сможете понять, что вам на самом деле нужно учить, на чем сфокусироваться, и вы сможете сами составить для себя программу обучения. Во-вторых, выйти из этого замкнутого круга, замкнутого цикла, когда вы что-то учите, но вы не видите результатов. И если у вас уже высокий уровень, то я надеюсь, что это видео откроет для вас новые горизонты, и вы сможете найти для себя новую гору, которую вы захотите покорить. Итак, и еще, конечно, я разберу несколько популярных запросов, с которыми приходят люди, которых изучают русский язык. Итак, мы с вами все учимся всю жизнь. У нас за плечами у каждого есть огромный опыт. Это и детский сад, это школа, это колледж, институт, на работе, какие-то курсы в свободное время, новые хобби. Мы все время чему-то учимся. И я думаю, что все мы помним этот травмирующий опыт обучения в школах, в университетах, в институтах, когда вам говорят, что нужно учить. И вы учите, а потом у вас какой-то тест или какой-то проект, например. А потом вы снова учите. И очень часто мы берем эту модель и переносим во взрослую жизнь. И я думаю, что, возможно, вы даже знаете таких людей, в русском языке мы их называем вечные студенты, которые, например, закончили университет, потом пошли сразу же получать второе образование, потом, может быть, третье, потом какие-то курсы и так далее, для которых процесс учебы, процесс обучения уже становится привычкой. И если мы берем такую модель во взрослую жизнь, я причем не говорю, что это плохо. Я сама люблю подготовиться, я сама люблю почитать что-нибудь и что-нибудь изучить. Но если мы говорим про навык прикладной, а язык — это очень прикладной навык, язык — это то, чем мы можем пользоваться прямо сразу, то, возможно, лучше жить и использовать навык, какой есть, чем полировать навык, а потом начать жить с этим навыком. И поэтому, чтобы мои студенты и чтобы вы тоже этим не страдали, я предлагаю вам ответить на два вопроса. Эти два вопроса я всегда спрашиваю у моих новых студентов, потенциальных студентов, и вот сейчас спрашиваю у вас. Во-первых, что вы хотите уметь делать на русском языке через полгода? Почему я спрашиваю про полгода? Потому что 6 месяцев – это, во-первых, достаточно долгий период времени, и мы, люди, смотрим в будущее часто очень оптимистично. Ну, например, кто-то может подумать, что хорошо, за полгода можно... Ладно, я думала, что за полгода я смогу выучить испанский, но мы видим результат. Полгода – это, в принципе, достаточно прогнозируемый, не очень большой период времени, но люди склонны оптимистично к нему относиться. Поэтому они начинают немного фантазировать, немного мечтать, потому что кажется, что за полгода можно сделать очень многое. За год можно сделать еще гораздо больше. Но я заметила, что если спрашивать через год, то для большинства людей эта цифра очень абстрактная. То есть 12 месяцев, я вообще не знаю, что я буду делать через 12 месяцев, в какой стране я буду, чем я буду заниматься, вообще буду ли я учить русский язык через 12 месяцев. Через 6 месяцев еще мотивации хватает посмотреть. Какие ответы часто возникают? Я хочу говорить более свободно, частый запрос. Я спрашиваю, что значит более свободно? Ну, вроде бы ты и сейчас говоришь достаточно свободно. Что значит более свободно? Какие это темы? Какие это люди? То есть с кем?
в каких условиях, в каких контекстах, какие структуры, какая грамматика, какое внутреннее ощущение через 6 месяцев ты хочешь иметь. В общем, я максимально конкретизирую, и я предлагаю это сделать вам тоже. Второй вопрос. Что я хочу уметь делать через месяц? Если 6 месяцев – это достаточно длинный период, и поэтому ты начинаешь думать немного более оптимистично, чем в реальности, то 1 месяц кажется очень коротким периодом. То есть, это всего лишь 4-5 занятий, правильно? Если мы берем одно занятие в неделю, и мы знаем, что в течение месяца нам нужно поехать туда, у нас будет дедлайн по работе, и вообще погода плохая, и люди часто дают более пессимистичную оценку тому прогрессу, который они могут достичь в течение месяца. И если люди говорят, что за полгода они, например, хотят научиться свободно говорить с друзьями, например, обсуждать какие-то новости, шутки, использовать фразеологизмы, идиомы и вообще чувствовать себя свободно, когда они используют русский язык. Когда мы конкретизируем до месяца, то, что, например, через месяц, как ты поймешь, что ты хорошо позанимался? Часто люди говорят, например, часто они не знают, например, через месяц я хочу уметь обсуждать какие-то книги со своей подругой. Я говорю, хорошо. И вот здесь весь прикол. Потому что для этой цели, которую люди ставят себе на месяц, очень часто нужна неделя. Что вам нужно сделать? Выбрать книгу. И я предполагаю, что мы говорим о книге, которую вы уже когда-то читали, то есть не абсолютно новую для вас. Второе. Прочитать или краткое содержание, или об этой книге статью, чтобы увидеть, как на русском языке идет сюжет, как выглядят имена, и вообще вспомнить на русском языке, как это все будет. Третье. Посмотреть пару видео, обзоров, например, на эту книгу, чтобы углубиться и увидеть, как носители языка говорят об этой книге, какие структуры используют, какие, может быть, интересные выражения, чтобы вы могли их запомнить. И четвертое. Скомпоновать эту информацию, пересказать. И все, пятое, вы можете идти и уже разговаривать со своей подругой, обсуждать эту книгу. И во время обсуждения вы повторите все, что вы изучили на этой неделе, и возьмете то, как говорит ваша подруга, и это будет идеальный, прекрасный шаг на пути к вашей большой цели, которую вы поставили себе через полгода. Разговаривать с друзьями, используя фразеологизмы, используя шутки, используя вообще на разные темы. Но можно еще улучшить эту модель и начать сразу с 5-го шага. Пойти к подруге и начать с ней обсуждать эту книгу. Так вы сразу увидите, где вы застряли. И тогда, после вашего короткого разговора с подругой, вы увидите пункты, где вам нужно что-то узнать. Например, какую книгу взять? Господи, я не знаю, какую книгу сейчас назвать, потому что у меня в голове только русская классика, а я не хочу показаться занудой. Ладно, давайте возьмем 1984. Отлично. Вы идете разговаривать со своей подругой об этой книге, и потом в процессе разговора вы понимаете, значит, мне сложно назвать имена персонажей, потому что я не знаю, как они звучат на русском языке, то есть в русской интерпретации. Отлично. Потом, я не знаю, как сказать 1, 2, 3, 4, 5 термин, который появляется в этой книге. В-третьих, мне сложно выражать свои эмоции, свое отношение. Мне нравится, мне не нравится, я думаю, что и так далее. То есть вот такие варианты. У вас уже есть точки роста, у вас уже есть зона вашего ближайшего развития. И поэтому, когда вы начнете читать и смотреть видео на русском языке, вы сразу услышите, во-первых, как зовут персонажей, как носители русского языка называют этих персонажей. Во-вторых,
вы, ну, или называют этих персонажей или страны. Потом вы услышите их отношения, и вы сможете научиться. Теперь понятно, о чем я говорю. Поэтому вместо того, чтобы учить и когда-нибудь использовать, можно сделать так. Используй, посмотри, что не так, что у тебя не получается, выучи, используй, посмотри, что у тебя не так, учи дальше. И, возможно, если вы когда-нибудь учились играть на музыкальных инструментах самостоятельно, то вы использовали этот метод. Потому что я имею в виду не академическую игру, а чисто для себя, для души. Потому что когда я училась играть на укулеле, я так и делала. Я брала какую-то песню, которая мне нравится, я скачивала аккорды и просто пам-пам-пам-пам-пам-пам играла и учила эти аккорды, как ставить пальцы, как делать перебор струн. И со временем я могла играть даже плюс-минус сносно, плюс-минус адекватно. Конечно, мне на ухо наступил медведь, я не различаю никакие ноты, но в том-то и суть, что мне не нужно было различать ноты. У меня не было такой задачи уметь подбирать мелодию под звук, что я слышу. Если бы у меня была задача, я хочу научиться, когда я слышу какую-то песню, научиться играть, тогда я бы выбрала песню, я бы стала ее слушать и пыталась сравнивать аккорды с игрой и подстраиваться и сравнивать себя. Но это уже совсем другая история. Сейчас, чтобы вам помочь, давайте разберем несколько примеров частых запросов и что можно сделать. Цель на 6 месяцев, на 1 месяц и что можно сделать. Я надеюсь, что вы для себя выберете что-то интересное. И напишите мне, кстати, какая у вас цель через 6 месяцев, какая у вас цель через 1 месяц. И мы с вами покопаемся в этом, хорошо? Итак, частая цель, частый запрос. Читать классику в оригинале. Супер, без проблем. Но что значит классика в оригинале? Пушкин и Лермонтов – это одно. Замятин, Булгаков – это другое. Хармс, Хлебников – это вообще третье. Какую классику ты хочешь читать? Какой период? В общем, выбрать сразу книги, которые тебе будут интересны. Потом, что можно сделать через месяц? Я думаю, вы уже сразу видите ответ. Мы выбираем действовать. Можно выбрать какую-то книгу сразу из классики, или мы знаем, что классическая художественная литература достаточно сложная, поэтому можно выбрать, например, учебную литературу, научно-популярную литературу, которая объясняет вообще культурный мир. Ну, например, если мы берем про Пушкина Лермонтова, можно выбрать какую-то популярную книгу, которая рассказывает про писателей, про контекст этого периода. Эти книги уже написаны более понятным языком, более популярным языком. И поэтому, когда вы будете ближе к своей цели читать книги в оригинале, когда вы будете больше к этому готовы, у вас будет уже огромный контекст. Поэтому мы выбираем действовать, потом смотрим, что не получается, и учимся, и снова действуем. Второе. Хочу путешествовать. Поехать в Россию, поехать в Казахстан, поехать в Украину, Беларусь, Брайтон-Бич, Буэнос-Айрес. Хорошо. У вас есть цель разговаривать там. То есть общаться в магазинах, общаться в кафе, знакомиться со случайными людьми, договариваться, например, об оплате. Супер! Что ты хочешь делать через месяц, если ты через месяц будешь в этих странах? Например, то, с чем я сейчас сталкиваюсь, это числительные, это цены. Отлично. Тогда мы начинаем учить эту тему. Или можно сразу начать действовать. Если у вас есть такая возможность, вы уже в этой стране, ну, например, я в Аргентине, то я могу пойти, начать сразу говорить и понять, окей, на чем у меня затык. Например, мой затык, что когда мне говорят в супермаркете итоговую стоимость, сколько денег мне нужно отдать, то я всегда прошу посмотреть. Поэтому, если бы моя цель была через полгода подготовиться к поездке в какую-то страну, я думаю, окей, что бы я хотела делать через месяц, какая бы моя была цель через месяц. Спокойно говорить в супермаркете о том, что я хочу купить,
о стоимости сдачи и так далее. Или в ресторане, например. Это можно сделать за неделю. Но это я уже говорю сама себе, потому что я это не делаю. Ну что, как вам эта идея? Напишите, пожалуйста, свои цели через полгода, через месяц, и давайте друг другу поможем сделать эти цели более осуществимыми. И если вы досмотрели до этого момента, то не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал, написать какой-нибудь комментарий. И еще у меня есть специальная рассылка для тех, кто меня поддерживает на Buy Me a Coffee. Все, всем спасибо, всем большое, огромное русское спасибо. До свидания.